Анага – персонаж вселенной Mortal Kombat, некогда известный как самое сильное существо, которому просто нет равных. Ну, по крайней мере, так было раньше. Задолго до 11 части с ее титанами и омни-богами. Судя по всему, Анага сыграет важную роль в новой временной линии МК, которая начнется совсем скоро. Поэтому я решил, что самое время рассказать историю этого персонажа, чтобы каждый узнал или вспомнил, кто такой король драконов и на что он способен. Ну, погнали. Если вы думаете, где можно оформить предзаказ на новую часть Mortal Kombat, то напоминаю вам о торговой площадке Kiss4Gamers. Там же можно купить Street Fighter 6, DLC к ней и любую другую игру для каждой платформы – ПК, Xbox, PlayStation или Nintendo Switch. А можете просто закинуть деньги в свой цифровой кошелек, например в Steam, или приобрести карты оплаты для различных сервисов – iTunes, Google Play, Spotify и множество других. Просто зайдите в раздел «Карты пополнения». Еще на сайте вы найдете внутриигровую валюту и различный софт, от антивирусов до Windows. Оплатить можно любой банковской картой РФ или с помощью Kiwi кошелька, а по моему промокоду CULT вы получите дополнительную скидку 10%. Ссылка в описании. За тысячи лет до событий первой части Mortal Kombat внешним миром правил император Анага. Он был первым, кто смог объединить народы и расы внешнего мира под своим началом. Но его амбиций оказалось слишком много для одного лишь внешнего мира. Анага задолго до Шао Кана стал завоевывать другие миры и делать их частью своей империи. Те миры, судя по всему, были небольшими, раз это не вызывало волнения у старших богов. Тем не менее, начало было положено. Главная особенность Анаги заключалась в его сердце. С рождения он был способен оживлять мертвых. Но с годами понял, что это не просто дар, но великая сила. Он использовал ее, чтобы оживлять своих павших солдат прямо на поле боя, таким образом создав бессмертную армию, противостоять которой не мог никто из смертных. Будучи драконом, Анага все-таки оставался смертным, и пусть его жизнь куда длиннее человеческой, но все же не вечна. Анага хотел это исправить. Его жрецы нашли способ. Для этого нужно было переместить душу Анаги в другого дракона, чтобы он переродился. Судя по всему, планировалось делать так регулярно. Как только одно тело будет приближаться к смерти, тогда нужно перемещать душу в другое тело. Об этом знали только приближенные к императору, в том числе генерал Шао, верный союзник, который руководил бессмертной армией Анаги. Но на самом деле оказалось, что амбиции Шао тоже не ограничиваются служением Анаги. Он сам хотел занять трон, но не решался бросить вызов дракону, поскольку победить его в честном бою шансов у Шао почти не было. Тогда он использовал, возможно, свой единственный шанс убить императора. В момент, когда жрецы готовили Анагу к переселению души, Шао отравил его и занял трон внешнего мира. Душа Анаги была заточена в преисподней, а его бессмертная армия на тысячи лет запечатана в тайном месте во внешнем мире, ожидая возвращения своего императора. Правление императора Шао было похоже на правление Анаги по своей сути, оба тираны и узурпаторы, только Шао Кана боялись не так сильно, как Анагу. При новом правителе расы, прежде объединенные в одну империю, стали снова враждовать. Кентавры и шаканы, и так испокон веков ненавидящие друг друга, перестали скрывать свою ненависть. Во внешнем мире стало все больше Таркатан, чудовищ, появившихся от союза внешнемирцев и демонов. Они и стали основной частью армии Шао Кана. Само царство превратилось в мир, где одни воюют с другими, Таркатаны пожирают всех подряд, в том числе и друг друга, а вокруг трона собираются те, кто только и жаждет занять его. Тем не менее, Шао Кана это устраивало, и в отличие от своего предшественника, он сразу положил глаз на другие большие царства, такие как Эдения и Земля. Старшие боги решили поумерить аппетиты Шао и создали турнир Mortal Kombat, по правилам которого внешний мир может начать вторжение в какое-то царство только тогда, когда представители этого царства потерпят 10 поражений подряд на турнире в течение 10 поколений. Конечно, Шао Кану это было не на руку, но тягаться со старшими богами он не мог. Долгие годы внешний мир поглощал одно царство за другим. Единственным миром, способным дать отпор на турнире, оказалось Земное царство. Монахи из общества Белого Лотоса готовили бойцов к турниру, один из которых, великий Кун Лао, однажды смог победить чемпиона внешнего мира Шан Цуна. Но вскоре внешний мир представил своего нового бойца, Гора, от рук которого и погиб великий Кун Лао.
С тех пор 9 поколений подряд земное царство терпело поражение от внешнего мира. А все это время Анага, будучи в преисподней, искал способ выбраться оттуда. Магических способностей дракона хватило на то, чтобы создать в земном царстве свою проекцию, но лишь в виде золотистого свечения, что даже было на руку Анаге. В таком виде он появился перед молодым монахом Шуджинка, который мечтал однажды сразиться на турнире Mortal Kombat и стать не менее великим бойцом, чем последний чемпион Земли Кун Лао. Это, если что, происходит задолго до первой части МК. Лю Кэн и современный Кун Лао еще даже не родились. Анага является Шуджинка и представляется монаху посланником старших богов по имени Дамаши. Он убеждает юношу в том, что тот был избран старшими богами, чтобы стать их чемпионом и защитить земное царство. Дамаши, он же Анага, смог обмануть Шуджинка и заставить его искать 6 камедогу, артефактов, необходимых Анаге, чтобы выбраться из преисподней, а после с их помощью даже свергнуть старших богов. Чтобы Шуджинка выполнил задание, Дамаши наделил его способностью копировать силы других бойцов, и монах начал свое путешествие. Оно заняло долгие десятилетия, почти всю жизнь Шуджинка, что, конечно, не очень-то и долго по сравнению с тысячелетиями, которые Анага провел в преисподней. Мог подождать еще 30-40 лет спокойно, так оно и вышло. Постепенно Шуджинка находил камедогу один за другим и приносил их в Нексус, место между мирами, откуда он мог попасть в любое из 6 царств. Тем временем происходят события с 1 по 4 часть Mortal Kombat, в итоге которой, напомню, в преисподней оказывается заточен Куан Чи. Там, спасаясь от мести Скорпиона, Куан Чи совершенно случайно находит портал, который ведет в гробницу армии Анаги во внешнем мире, прям в то место, где были заточены воины, и для короля драконов все складывается как надо. Пока Шуджинка носится по мирам и собирает камедогу, Куан Чи решает оживить армию Анаги и объединяется с Шансуном в смертельный альянс. Самому Анаги остается только выбраться, забрать свою армию, камедогу и еще кое-что, но об этом позже. Правда, вышло так, что Шуджинка оказался под стражей в царстве порядка, где он провел в заточении около 20 лет, и Анага в виде Дамаши довольно долго не мог вытащить его, пока не обратился к наемнику Дайру. Шуджинка все еще должен был найти последний камедогу, а Анаге пора было искать для себя новое тело, в котором он мог бы воплотиться. Оригинальное, скажем так, тело короля драконов, естественно, давно разложилось, поэтому сосудом для души Анаги стал рептилия. Там очень глупая история о том, что рептилия случайно встретил Нитару дважды, случайно нашел последнее яйцо дракона и случайно оказался рядом с ним, когда Анага решил вселиться в него. Там типа луч света проходит через яйцо дракона, потом в рептилию, тело, начинает трансформироваться и вот это все, но давайте это опустим. В общем, Шуджинка собирает все камедогу, Анага вселяется в тело рептилии и возвращается к жизни. Шуджинка наконец понимает, какой же он дурак, это цитата из игры, если что, монах убегает, а Анага отправляется за своей армией во дворец, который возвели по приказу Смертельного Альянса. В это время там как раз сражаются Рейден, Шансун и Куан Чи, который к тому же держит при себе амулет Шинока, тоже необходимый Анаге, чтобы объединить камедогу воедино, перебить старших богов и самому стать единоличным правителем вообще всего, стать единой сущностью. Проходя мимо мертвых тел, Анага оживлял их, таким образом воскресив свою армию и тех, кто ранее был убит, например, Китана, Соня, Джонни Кейдж и другие бойцы. Они невольно стали служить Анаге. Осознав происходящее, Рейден, Шансун и Куан Чи объединились, чтобы противостоять Анаге, но это было бессмысленно. Рейден решил высвободить свою божественную сущность, скажем так, нанести особо мощный удар, который разрушил все вокруг, но не нанес вреда Анаге. Король драконов вернулся. Сюжетно авторы пытались преподнести Анагу самым могущественным существом во вселенной Mortal Kombat, но ни разу его таковым не показали. Даже наоборот, уже в Армагеддоне Анага станет таким типичным злодеем-заговорщиком. Тот самый Анага, пред которым, по идее, трепетали сильнейшие из сильнейших. Геймплейно тоже нельзя сказать, что это прям особо сильный персонаж, но об этом чуть позже. Короче, вокруг Анаги есть вот этот ореол, типа он капец какой опасный, и постоянно об этом говорится. Но фактически мы этого никогда не видели, просто принимаем как данность. Впервые король драконов упоминается еще в 5-й части МК с подзаголовком «Смертельный Альянс». Причем там, в концовке Рейдена, даже показывают Анагу, и выглядит он совсем иначе.
Почему так? Два варианта. Один о том, что, возможно, Анага выглядел так до предательства Шао Кана, а знакомый по шестой части вид он обрел только после перерождения, вселившись и изменив тело рептилии. Но я просто по приколу напомню, что в сюжете Армагеддона встречается и Анага, и рептилия, оба живые. Чье тело на этот раз занял Анага, непонятно, но и авторы особо не утруждались объяснять. Второй вариант более приземленный. Возможно, в то время авторы просто не определились с дизайном персонажа и нарисовали его таким условным боссом качалки с головой дракона. Кстати, насчет драконов. Анага ведь не единственный известный нам представитель этой расы. Только вот он кардинально отличается от, скажем так, каноничного образа дракона в Mortal Kombat. Под таким я подразумеваю дракона, судя по всему, из азиатской культуры, изображенного на логотипе серии. Также драконы Орин и Кара в целом куда ближе к такому образу, но вот Анага более антропоморфный. Думаю, причина на поверхности. Игрокам нужно драться с Анагой, и авторы должны были сделать его таким, чтобы моделька хорошо чувствовала себя на движке. То есть это должен быть прямоходящий персонаж с 4 конечностями, задействованными в бою, а хвост и крылья чисто анимируются. Таким образом, мы получили монструозного персонажа, который стал финальным боссом в шестой части, то есть в Deception. Особенность битвы с Анагой заключается в том, что на арене расставлены те самые Камидогу, которые Анага может уничтожать, если игрок будет стоять рядом с ними. Но ломать их может и сам игрок, выполняя дэши. После уничтожения одного из 6 артефактов, Анага ненадолго уйдет в стан, и в это время можно нанести ему оптимальный урон. Но вообще Анагу можно победить и без использования Камидогу, это просто интересная деталь босс-файта, в этом плане авторы прям молодцы. Сам по себе Анага, конечно, как босс, сильный боец. У него небольшой мувлист, но при этом на него не действуют проджектайлы, броски и станущие спецприемы. Там, где обычный персонаж улетел бы в нокдаун, Анага чаще всего просто делает пару шагов назад. Кстати, если постоянно бить Анагу ногами в шестой части, в один момент он закричит «No more kicking», то есть «хватит пинаться». Непонятно, почему авторы решили добавить такую деталь, но я прям поржал, когда услышал это впервые. Так как Анага у нас все-таки дракон, то и способности у него соответствующие. Огненное дыхание и фаербол. Плюс Анага может бить по земле, взмахивать крыльями, отдаляясь от противника, а также выполнять подкат. Все в совокупности делает персонажа довольно сильным боссом, но не сбалансированным бойцом в ростере Армагеддона. Ну, сейчас бы сбалансировать 60 с лишним персонажей, ага. Вообще, судя по всему, Анагу планировали сделать играбельным еще в Deception. Там нашли его неиспользованную концовку, а позже все-таки появился способ поиграть им. Но официально Анага стал играбельным только в Армагеддоне. У него всего один боевой стиль, почти не изменившийся со времен Deception. Правда, даже так Анага имба, потому что почти никто из персонажей не может выполнить на нем захват, ну кроме боссов или там самого Анаги. Большая часть магических атак ему по боку, а играть можно просто от защиты. Стоит противнику просто врезаться в блок, и наказание гарантировано. Плюс в плане освоения персонаж легок до безумия. Протягивающая серия из 3 ударов, идеальная для наказания, выполняется нажатием всего 2 кнопок, в случае PlayStation назад плюс квадрат. Пара двухкнопочных комбо, неблокируемый удар по земле и огненное дыхание, которое хоть и долго стартует, зато достает почти через всю арену. Противник приблизился, тогда машем крыльями и уезжаем от него. А можно спокойно спамить захват, ведь нам самим захваты все равно не страшны. Кстати, в Армагеддоне Анага просто бросает соперника в другую сторону, а вот в Deception он взлетал и бил его об землю, что выглядело куда эффектнее. Видимо, захват изменили, чтобы Анага не ломал камеру на закрытых аренах, там ведь нужно взять довольно широкий ракурс. Причем в Армагеддоне у Блейза и Анаги одинаковые захваты, да и присмотритесь к рукам, ногам персонажей. По-моему, очевидно, что в основе босса Блейза лежит моделька Анаги. Ну а если еще подушнить, так у них вообще половина анимации одинаковые. Как ни странно, на Анаге в Армагеддоне можно выполнить фаталити. Правда, его моделька немного проседает, чтобы персонажи нормального размера могли дотянуться, например, до его головы. Но и сам Анага может выполнить добивание, снести половину тела соперника. У обычных персонажей такой анимации в конструкторе фаталити нет. В целом Анага мне кажется неплохим боссом, но слишком имбовым персонажем для ростера. Что же, по сюжету Чуджинка и другие защитники Земли объединились против Короля Драконов, и монаху удалось победить его. Душа Анаги снова отправилась в преисподнюю, где на этот раз ее запечатал Ночной Волк, чтобы дракон не повторял свои фокусы с проекцией и прочим. Но вскоре, ближе к событиям Армагеддона, Анагу освобождает Шинок. Падший бог сообщает о великой битве в Эдении, а также об огромной силе, которую получит тот, кто доберется до вершины пирамиды Аргуса и победит элементаля Блейза.
Шинок предлагает создать альянс темных сил, в который также входят Quan Chi, Шан Цун и Шао Кан. Анага соглашается, хотя искренне ненавидит Шао и мечтает о том, как получит силу и первым делом накажет предателя. В его планах избивать Шао до полусмерти, но не убивать, а отправлять на пытки к Шан Цуну и Quan Chi, и так по кругу, чтобы Шао в полной мере испытал физическую боль от предательства его бывших слуг. Но как ни странно, не Анага получает силу Блейза, а все-таки Шао Кан. В интро Армагеддона мы видим, как Анага хватает Шао и улетает с ним прочь выяснять отношения. Но в будущем эта сцена окажется неканоничной, ведь, как мы знаем, в итоге у пирамиды останутся только Шао Кан, победивший Блейза, а также поверженный Рейден. Конечно, возможно, что Анага улетел с Шао, они где-то подрались, и Шао Кан вернулся обратно к пирамиде. Но это необоснованные мысли, ведь фактически просто произошел редкон. Но также мы знаем, что тела Анаги нет среди павших у пирамиды, и возможно он один из немногих бойцов, кто все-таки пережил битву у пирамиды Аргуса. Возвращение Анаги в новую хронологию фанаты ждали очень давно. Помню, об этом говорили во времена МКХ, потом почти весь период жизни 11 части, а теперь мы ждем и скорее всего увидим Анагу в новой временной линии в Mortal Kombat 1. До сих пор Анага лишь упоминался в новой хронологии, например в диалогах, хотя известно, что он должен был появиться во втором сезоне комикса МКХ, который так и не вышел. Напомню, в конце комикса Гора отправляется на поиски Анаги, чтобы вернуть себе руки. Отсюда становится понятно, что сценаристы планировали приписать Анаге еще и невероятные способности к регенерации. Насколько известно, Гора планировался как новый сосуд для души Анаги, а остановить короля драконов по итогу должен был Кенши. Но, увы, продолжение истории из комикса мы так и не увидели. Зато теперь ждем эпичного возвращения Анаги в новой части. Его бессмертная армия уже засветилась в трейлере, надеюсь, и сам король драконов впечатлит фанатов своим появлением. Не прощаюсь.